Привет! Сегодня мы с вами погрузимся в одну из самых захватывающих страниц истории – эпоху викингов. Эти суровые воины с севера, чьи дракары наводили ужас на прибрежные города Европы, оставили в истории неизгладимый след. Но вот вопрос, который, возможно, не раз приходил вам в голову. Почему викинги, эти неудержимые завоеватели, вдруг перестали нападать на Европу? Что остановило их набеги, которые сотрясали континент с 8 по 11 век? Давайте разберемся шаг за шагом и попробуем понять, что скрывается за этим поворотным моментом в истории. Для начала давайте вспомним, кто такие викинги и почему их набеги вообще начались. Викинги – это не просто народ, это скорее образ жизни. Слово «викинг» происходит из древнескандинавского и означает что-то вроде «человек из залива» или «пират». Это были скандинавы, норвежцы, датчане, шведы, которые в период с конца 8 века отправлялись в экспедиции за добычей, землями и славой. Их набеги начались с монастыря Линдисфарн в 793 году, и это событие стало символом начала эпохи викингов. Но почему они вообще полезли в Европу? Тут много причин. Во-первых, перенаселение в Скандинавии. Земли там суровые, плодородных участков мало, а семей становилось все больше. Во-вторых, политическая раздробленность в самой Европе. Слабые королевства, вроде франкских земель, не могли организовать достойный отпор. И, наконец, технологии. Викинги создали дракары, длинные маневренные корабли, которые могли плыть по мелководью и рекам, проникая глубоко вглубь континента. Это был их козырь. И вот они начали. Грабили монастыри, сжигали деревни, захватывали рабов. Париж, Лондон, Гамбург, ни один крупный город не был в безопасности. Но к концу 11 века этот ураган стихает. Почему? Давайте разберем ключевые причины и начнем с самой очевидной – христианство. Христианизация Скандинавии – это, пожалуй, главный поворотный момент. Викинги изначально были язычниками, поклонялись Одину, Тору, Фрейе. Их религия не только оправдывала насилие, но и поощряла его. Смерть в бою считалась пропуском в Вальгаллу. Но с X века христианские миссионеры начинают проникать на север. Короли, вроде Олафа Трюгвассона в Норвегии или Харальда Синезубова в Дании, принимают крещение, часто из политических соображений, чтобы наладить торговлю и союзы с Европой. Христианство меняет мировоззрение, грабежи и убийства теперь не просто аморальны, они греховны. Постепенно викинги перестают видеть в набегах способ прославиться перед богами. Интересный факт. В Норвегии до сих пор сохранились так называемые кресты Олафа, огромные каменные кресты, которые ставили в честь обращения в новую веру. Это как символ смены эпохи. Но не думайте, что все дело только в религии. Давайте копнем глубже. Еще одна причина – укрепление европейских государств. Пока викинги разбойничали, Европа не стояла на месте. К XI веку королевства вроде Англии под властью нормандцев или Франции при Капетенгах начинают строить мощные оборонительные системы. Возводятся каменные замки, укрепляются города, появляются профессиональные армии. Взять, к примеру, битву при Стамфорд-Бридже в 1066 году. Норвежский конунг Харальд Суровый попытался захватить Англию, но потерпел сокрушительное поражение от армии англосаксов под командой Гарольдом Годвинсона. Это был не просто проигрыш, это был сигнал, что Европа больше не такая беззащитная, как раньше. Набеги становились все рискованнее, а добыча все менее предсказуемой. А теперь давайте задумаемся, что происходило в самой Скандинавии. Ведь викинги не просто проснулись однажды и сказали «все, хватит грабить». Нет, изменения шли изнутри. К X-XI векам в Норвегии, Дании и Швеции начинают формироваться централизованные королевства. Если раньше это были разрозненные кланы и ярлы, которые жили по принципу «кто сильнее, тот и прав», то теперь появляются короли, стремящиеся к порядку. Они понимают, что бесконечные набеги – это не только риск, но и угроза их собственной власти. Зачем отправлять воинов грабить Париж, если эти же воины могут вернуться и свергнуть тебя? Вместо этого короли начинают направлять энергию своих подданных на внутреннее развитие, строительство городов, торговлю, сельское хозяйство. Кстати, о торговле – это еще один недооцененный фактор. Викинги были не только разбойниками, но и потрясающими купцами. Они торговали мехами, янтарем, рабами, везли товары из Византии и даже с Ближнего Востока. В шведских кладах до сих пор находят арабские дирхемы. С развитием торговых путей набеги становятся менее выгодными. Зачем рисковать жизнью, если можно просто продать свои товары в Константинополе или на рынках Балтии? Постепенно викинги вливаются в экономическую систему Европы, становятся ее частью, а не врагами. Но есть и еще одна любопытная деталь, о которой редко говорят – климат. В период с 9 по 11 век в Европе был так называемый средневековый климатический оптимум. Погода была теплой, урожаи обильными, а море относительно спокойным. Это идеальные условия для дальних походов.
Но к концу XI века климат начинает меняться, наступает похолодание, известное как Малый ледниковый период. Моря становятся бурными, реки замерзают, а путешествия на дракарах опаснее. Возможно, природа сама поставила викингам предел. Теперь давайте посмотрим на это с другой стороны. А что, если викинги не перестали нападать, а просто изменились? Возьмем норманов, потомков викингов, которые осели в Северной Франции. В 911 году вождь викингов Ролан получил от франкского короля земли в Нормандии в обмен на мир. Его потомки уже не грабили, а правили, и в 1066 году Вильгельм Завоеватель, правнук того самого Ролана, захватил Англию. Это уже не набег в классическом смысле, а полноценная военная кампания организованного государства. Может, викинги не исчезли, а эволюционировали? И вот мы подходим к финальному вопросу. Почему эта тема до сих пор нас волнует? Викинги перестали нападать почти 1000 лет назад, но их образ, бородатые воины в рогатых шлемах, хотя, кстати, рога – это миф, придуманный в 19 веке, все еще живет в нашей культуре. Может, дело в том, что они символизируют нечто большее – свободу, жажду приключений, вызов судьбе? Или наоборот, их конец напоминает нам, что даже самые грозные силы не вечны перед лицом перемен. Так почему же викинги перестали нападать на Европу? Это не один ответ, а мозаика причин. Христианство, укрепление Европы, внутренняя эволюция Скандинавии, торговля, климат и даже трансформация их самих. Эта история не просто о закате набегов, а о том, как целый мир изменился, оставив викингов в прошлом. Но их дух, их дерзость, они все еще с нами, в книгах, фильмах и нашей памяти. А что думаете вы? Согласны, что викинги не исчезли, а просто стали частью новой Европы? Или может у вас есть своя версия? Пишите в комментариях, давайте обсуждать. Если вам понравилось это погружение в историю, не забудьте поставить лайк и подписаться. Впереди еще много интересного. До встречи в следующем видео.